Представим себе жителя Москвы, впавшего в кому в январе 22 года и вышедшего из нее в сентябре 25-го. Покинул больничную палату, оказался на улице. На что он первым делом обратит внимание? Вряд ли это будут билборды с участниками войны. Ведь на этих плакатах, собственно, ничего о идущей войне не говорит. На них нежно-голубой фон, портрет военнослужащего, как правило, в парадной форме, и максимально абстрактный слоган, типа «Честь и мужество» или «Гордость России». Такие плакаты могут быть вывешены и в мирное время, а люди на них сойдут за отличников боевой и политической подготовки. А вот за что глаз точно зацепится, так это за рекламные конструкции, посвященные интервидению. Человек, прибывший из начала 22-го, сразу в осень 25-го, обязательно спросит: «А это что вообще такое? Я точно перенесся в будущее, а не в прошлое?» Сейчас поговорим об интервидении и об этом всем, только прежде чем начнем объявление. 30 августа состоялся третий раунд офлайн встреч зрителей моего канала, более чем в 50 городах по всему миру. Встречи прошли в самых разных местах, от крупных столиц до небольших городов. В их числе Нью-Йорк, Копенгаген, Тель-Авив, Берлин, Порту, Варшава, Вильнюс, Прага, Белград, Тбилиси, Лимассоль, Буэнос-Айрес и многие другие. Мы заметили, что даже если в совсем маленьком городе находится организатор из числа подписчиков, то всегда находятся и другие люди, которые хотят прийти и пообщаться. Следующий раунд встреч запланирован на субботу, 27 сентября. Если вы хотите провести встречу в своем городе, заходите на сайт и оставляйте заявку. С вами свяжется координатор, обсудит детали, и мы разместим информацию о вашей встрече на сайте, чтобы к вам смогли присоединиться другие зрители моего канала. Формат может быть любой. Можно встретиться в кафе, баре или парке, просто познакомиться и пообщаться, придумать активность вроде пробежки или даже провести шахматный турнир. Все зависит только от вас, но активность должна быть инклюзивной. Если вы просто хотите прийти на встречу, тоже загляните на сайт и посмотрите, запланирована ли она в вашем городе. Если пока нет, вы можете стать организатором. Напомню, встречи проводятся везде, кроме России, Белоруссии и Украины. В остальных странах работает. Ссылка на сайт в описании. Разговор об интервидении начнем издалека. Период с середины 60-х по середину 80-х годов — это не только эпоха застоя, но и золотой век советской эстрады. Точнее, эстрады социалистической. В тот период несколько восточноевропейских городов обрели статус международных музыкальных столиц. В 64-м возник фестиваль «Золотая Прага». С 65-го проводился конкурс «Золотой Орфей» на курорте Солнечный берег в Болгарии. В 66-м появился конкурс «Братиславская лира». В ту пору самым известным польским городом после Варшавы был небольшой курортный город Сопот, принимавший международный фестиваль песни. Фестиваль этот, в отличие от большинства других, дожил до нынешнего времени, а в августе 80-го сыграл ключевую роль в истории Польши. Тогда началась забастовка на судоверфи в Гданьске, и благодаря множеству зарубежных журналистов, приехавших на Муз-фестиваль в соседний Сопот, забастовочный комитет смог прорвать информационную блокаду. Тогда локальное событие переросло в общенациональное политическое движение «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой и Анной Валентинович. Впоследствии Валенса станет первым президентом посткоммунистической Польши. Но чё это мы вдруг об этом вспомнили-то? Международный фестиваль в Сопоте был примечателен тем, что с 77 по 80 его совмещали с другим восточноевропейским песенным конкурсом – интервидение. У этого социалистического аналога Евровидения судьба оказалась тяжелой. С 65 по 68 год его проводили в Чехословакии. Однако в августе 68-го в страну вторглись войска других государств соцблока – Советского Союза, Польши, Венгрии, Болгарии и даже ГДР. В операции по указке из Кремля принимали участие и те немецкие офицеры, кто 30 годами ранее оккупировал Чехословакию в составе вермахта. Тогда погибли и были ранены сотни человек. Десятки тысяч бежали из страны, а отношения между чехами и русскими так никогда и не вернулись к уровню 67 года. Какие уж тут песни. В 77-м интервидение попробовали возродить как часть грандиозных музыкальных событий в польском Сопоте. Но все быстро закончилось из-за проблем в Польше. Третья инкарнация интервидения возникла в Сочи в августе 2008 года. В конкурсе принимали участие исключительно республики бывшего СССР, все кроме Эстонии, Литвы, Узбекистана и Грузии. Причем грузинская певица должна была приехать, но этому помешала пятидневная война между Грузией и Россией.
Владимир Путин, в ту пору премьер-министр России, предлагал раскрутить интервидение, пригласив туда Китай и другие страны. Но предложение это так и осталось предложением. Фестиваль в Сочи был единственным. И вот в этом году, в условиях крупнейшей войны со времен Великой Отечественной, в Подмосковье состоялась попытка номер 4. Вернемся к нашему воображаемому москвичу, который проспал последние 3,5 года и проснулся. Только вернемся к нему после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Что делать, если ваша компания за рубежом, а лучшие специалисты остались в постсоветских странах? Сегодня многие столкнулись с такой проблемой. Невозможно быстро и удобно заключить договор, провести оплату, получить закрывающие документы. Приходится искать обходные пути, использовать криптовалюту, просить друзей перевести деньги. Все это дорого, неудобно и иногда рискованно. Эти проблемы решает Mellow – надежный сервис, который упрощает работу с фрилансерами по всему миру. С помощью Mellow можно без всяких сложностей отправлять платежи исполнителям в разные страны, оформлять налоговые документы. Вы сэкономите время, и вашим фрилансерам тоже будет меньше мороки с получением денег. Если вкратце, работает это так. Вы и ваш фрилансер заключаете договор с одной из компаний сервиса, зарегистрированной на Кипре, в Нидерландах, США или в Гонконге. Вы оплачиваете счет от этой международной компании, а Mellow зачисляет деньги на счет фрилансера в сервисе. После чего фрилансер сможет вывести средства на свои карты и счет ИП, электронные или криптокошельки. По каждой сделке Mellow автоматически создаст акты выполненных работ и счета для обеих сторон. Сервис принимает оплату более чем из 100 стран. У Mellow прозрачная комиссия 5% без скрытых платежей и дополнительных комиссий за вывод. Кроме того, налоговая поддержка бесплатно предоставит документы для Nomad-виз, проконсультирует по налогам и поможет проходить валютный контроль. Специалисты из Mellow проведут бесплатную консультацию, на которой разберут ваш кейс и расскажут, как платить фрилансерам в разных странах в вашем случае. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на консультацию. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Так вот, проснулся наш москвич, который был 3 года в коме, и вот. Что он увидит вокруг себя? Конечно, он прифигеет от цен, удивится новым названием заведений фастфуда, расстроится от того, как деградировал интернет. Но затем он обратит внимание на появившиеся в столице беспилотные трамваи, на новые эко-автоматы для приема бутылок и банок, на невиданные прежде российские вариации Кока-Колы, на городские фестивали, которые теперь идут круглогодично, один за другим. Впечатление-то в целом благоприятное, жизнь бьет ключом. И реклама трижды возрожденного интервидения сыграет в пользу именно такого впечатления. Да, власти опять делают упор на ностальгию, пробуют имплементировать в современность детали из советского прошлого, что малость отдает, конечно, карго-культам. Но, с другой стороны, разве ж плохо, что в Россию приехали исполнители из разных стран? Слушатели точно найдутся, и для них это праздник. А что он заведомо убыточный, так не все измеряется деньгами. Во-первых, культурный обмен. Во-вторых, чем бы российские власти не тешились, хоть интервидение, хоть спартакиада, лишь бы не в войну вкладывали эти ресурсы. Какой главный экспортный товар России в 2025 году? Это не нефть и не газ, не древесина и не металлы, а плохие новости. Российская новостная повестка сейчас состоит в основном из глаголов «запретить», «осудить» или «освободить» в значении «обезлюдить» и «уничтожить». Но события внутри страны воспринимаются иначе, чем за ее пределами. Казалось бы, и государственные новостники, и оппозиционно настроенные журналисты представляют своей аудитории концентрат всевозможной жести. Но в большинстве регионов России жесть эта как бы растворена в повседневности. Незримо присутствует в жизни, но фоном, между походами в магазин, работой, семьей и бытом. Поэтому по новостям судить о жизни внутри страны сложно. Москва – крупнейший по населению субъект России. Там, по статистике, живет почти 10-я часть России, а в действительности еще больше. Москва плюс агломерация составляют как минимум 15% России. И вот конкретно у этой части страны должен до последнего оставаться вариант просто абстрагироваться от всего, что портит настроение. Пусть те, кто живет в Москве, видят, что Россия пирует как никогда прежде. Да еще и пиршества эти можно самому посетить.
А в случае с интервидением крохи со стола достаются и другим регионам в виде телевизионной трансляции мероприятия, к которому, безусловно, есть очень много вопросов. И скандалы с купленной массовкой, и инфантильное информационное сопровождение, дескать, увидьте все, насколько Россия не находится в изоляции. Но главная проблема, конечно, не в самом событии как таковом, а в контексте. Более 1300 дней идет страшная война. Для сравнения, Великая Отечественная война шла 1418 дней. Ровно в минувшие выходные была круглая дата – 3 года с начала бессрочной мобилизации, в связи с чем целая дюжина автоматчиков скрутила пенсионерку Лидию Некрасову, пришедшую к зданию Минобороны. Женщина требовала вернуть ей мобилизованного сына. Буквально каждый день на фронте гибнет больше граждан России, чем погибли на атомной подводной лодке «Курск». Российская артиллерия и авиация утюжат Донбасс вместе с оставшимися там людьми. И в это же время Путин открывает финал музыкального конкурса речью про дружбу народов, уважение к другим странам и традиционные ценности. На следующий же день в Новосибирской области рухнула школа. И огромное счастье, что она достояла до воскресенья. Иначе бы не песенный фестиваль, а гибель детей стала бы главным событием недели. Интервидение 2025 – хрестоматийная иллюстрация к выражению «пир во время чумы». Но проблема тут не в пире, а в чуме. В Z-телеграме существует целый жанр. Провоенные авторы ноют на тему того, сколько дронов можно было наклепать для российской армии за деньги, потраченные на какой-нибудь праздник или фестиваль. Они предъявляют претензии и чиновникам, и рядовым гражданам, которые тратят деньги на досуг, а не на войну. И периодически самопожертвования требуют и ведущие из госканалов. Тот же Соловьев далеко не всегда согласует свои тезисы, например, с Собяниным. И пока мэрия Москвы из кожи вон лезет, чтобы конструировать для столичного региона иллюзию нормальной жизни, главпропагандист орет в камеру, призывая отречься от всех иллюзий и принести себя в жертву богам войны. Идет религиозная война. А мы это осознали? Мы это вообще осознали или нет? Мы внутри себя перестроились, мы ощущаем эту ответственность. У нас поколение, которых мы потеряли. Телеграммные, а временами и телевизионные милитаристы видят нынешнее лицемерие и иногда подмечают разительное несоответствие дорогих развлекательных мероприятий и окружающего их военного контекста. Только вот контекст этот их вполне устраивает. Не его надо, мол, изменить, не войну закончить, а развлечения прекратить, чтобы больше денег осталось на боевые действия. Коммунистические власти в каком-то смысле были честнее, когда отменяли интервидение после событий 68-го, а затем 80-го года. Но в сегодняшних условиях, пожалуй, лучше, чтобы энное количество миллиардов ушло на организацию очередного лицемерного мероприятия, нежели на честное и прямолинейное смертоубийство. Иллюзий, что сэкономив деньги на вымученном празднике, власть потратила бы их на ремонт школ, таких иллюзий сейчас нет. Та школа под Новосибирском в любом случае рухнула бы. Просто за счет экономии на интервидении путинское государство наклепало бы побольше танков. Было бы больше разрушений в Украине, больше братских могил для российских танковых экипажей. Лучше уж музыка. Она никого не убивает. И так получается, что в российском информационном поле, особенно в столице, конкурируют между собой две диаметрально противоположные установки – нормализация и чрезвычайщина. Нормализаторы стараются, чтобы человек, сравнивающий 25-й год с 21-м, остался с хорошим настроением. Нормализаторы креативные, порой проявляют феноменальные организаторские таланты. Их можно сравнить с создателями шоу Трумана из фильма. Только рафинированную действительность они конструируют не для одного человека, а для целого мегаполиса. Интервидение – это часть их работы. Чрезвычайщики, напротив, постоянно напоминают аудитории об идущей сейчас войне. Но не с целью прекратить боевые действия, а ради нагнетания в обществе провоенной истерии. Характерно, что и Владимир Путин, и региональные власти, и те пропагандисты, кто на зарплате, могут в разные дни недели выступать и в той, и в другой ипостаси, а иногда вещают в разнобой, противоречия и друг другу, и самим себе. Нам же не нужно выбирать ни первую, ни вторую роль. Да, реальность в России и близко ненормальна. И не дело маскировать эту ненормальность какими-то дорогостоящими декорациями. Но борьба с декорацией – это не наша цель. И даже не средство. Интервидение в 25-м году – пир во время войны. Но не интервидение проблема, а войны должно не быть.
В той стране, в которой мы хотим жить, могут проходить какие угодно фестивали и праздники, и новые, и даже обновленные советские. И частные, и государственные, и скромные, и пышные, с миллиардными бюджетами. Просто жизнь в России должна соотноситься с такими мероприятиями, а не вступать с ними в диссонанс. Кто ж против, чтоб с 4-й или 5-й попытки наконец взлетело Евровидение по-русски? Будет соответствующий контекст, может и взлетит. В мирной и благоустроенной стране, где не отменены и не выдавлены за границу половина музыкантов и певцов. И тогда музыка и песни точно будут звучать искренне и не искусственно. Коль скоро в России решили переизобрести интервидение, пусть Россия станет страной, достойной проводить подобный конкурс. А пока что поздравим с победой исполнителя из Вьетнама Дыка Фука. Многие уже обратили внимание, что на официальном канале певца второй по популярности видеоклип, набравший 125 миллионов просмотров, повествует о разных формах романтической любви, в том числе и о любви однополой. Но Дык Фук получил в Москве не статью за экстремизм, а главный приз. Отчего никто не умер, столица России не провалилась в ад, ничего страшного с ней не произошло. Оказывается, можно просто не сходить с ума. Победа вьетнамского певца лишний раз показывает. Совсем неплохая идея организовать в России международный фестиваль музыки. Страну бы только довести до уровня такого фестиваля. До завтра.